Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам вот о таком смартфоне. Это Samsung Galaxy Fold 6. Насколько он хорош, что в нем поменялось, стоит ли его приобретать, что сделали, как всегда, с процессором великие самсунговские наши товарищи. Спойлер. Ну, чуть-чуть задушили, вы же понимаете. Помимо этого, что произошло с его защитой от влаги, спойлер, она здесь топовая. Но так как у меня Flip 5 тонул, Fold 6 рисковать и топить, извините, не буду. Понятно, что он стоит все равно дешевле, чем 15 Pro Max, к слову. Хотя, опять же, гарантия на смену экрана распространяется. У меня с Flip 5 была история, что я решил самостоятельно проверить, что не так. Открыл его, и гарантия слетела. И в итоге мне понадобилось докупать экран за очень много денег. А он от того, что я его топил, вышел из строя. Если говорить об устройстве, автономность порадовала. Я его 2 раза в PC-марке гонял. Я с этим смартфоном летал в Японию. В Японию я летал с S24 Ultra. То есть там есть один день на S24 Ultra, один день на iPhone 15 Pro Max на канале Польза Live. Съемка. Снимает он классно. Да, здесь нет 4К 120 FPS на основу ультрашире, как у Ультра. По поводу игр, сразу спойлер, он их вывозит. Как? Я не совсем понимаю. Сбрасывает он яркость, конечно, сбрасывает в PUBG New State, допустим, но до адекватных значений. Не 370 люксов, как у некоторых ультр, а 500 с лишним, этого более чем достаточно. Супер классный звук, мне понравилась вибра, мне понравилось оба экрана. Я считаю абсолютно бесполезной вот эту вот скрытую фронталку, которая и не вскрытая, но устройство допилено. Что они не допилили, по моему мнению, насколько смарт хорош, вы увидите в ролике и узнаете сейчас. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной упаковке для Samsung. Упаковка из плотного картона, выглядит она отлично. В комплекте мы имеем кабель для зарядки с Type-C на Type-C, краткое руководство, сам смартфон и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Блока питания нет, что опять же неудивительно, так как и нет чехла с защитной пленкой на экране. Я, к слову, потом закупил еще ауговский чехол, но большинство покупает карбоновые супертонкие чехлы на тыльную часть, а на часть с экраном клеит либо стекло, либо защитную пленку, либо вообще ничего не клеит, и смартфон оказывается очень тонким. Весит Z Fold 6 242 грамма, по большому счету так же, как и плюс-минус лопаты из разряда iPhone 15 Pro Max или Samsung S24 Ultra. А его габариты в сложенном состоянии 154 на 68 на 12,5 мм, без блока камер, в разложенном 154 на 132 на 6 мм. Вы ощущаете 6 мм? Скоро как бумага и правда смартфоны будут, а говорят, некуда развиваться. Напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Пока выйдет 7-й, наверное, буду 7-й разыгрывать. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И даже если вы не хотите участвовать, сделайте так для того, чтобы помочь проекту. Я вам скажу огромное спасибо. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Если победите, я вам в телегу и напишу. Перейдем же к обзору. В продаже есть достаточно много расцветок, все зависит от региона. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка из алюминия. Внешний смарт выглядит премиально. И дизайн Z Fold 6 напоминает дизайн S24 Ultra. Также прямые грани и менее закругленные углы. Сборка хорошая, как и качество материалов. Зазоры практически незаметны, а что касается изгиба, то он по-прежнему заметен глазу. Да и в использовании он ощущается, но к нему быстро привыкаешь. На него они вообще забили, то есть никак не меняли по мне с прошлой модели. Z Fold 6 имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP48. Да, вы не ослышались, даже от пыли защита есть, хоть и минимальная. Данную модель я не стал топить, напоминаю почему. Потому что Flip 5 у меня погиб. И вот больше этих игр с супер защитой от Samsung, особенно раскладушек или фолдов, в ближайшем времени я делать не буду. Встревать больше, чем на 100 тысяч рублей, спасибо, я уже один раз заплатил за Z Fold 5. За ремонт больше 40. Далее, с внешней стороны на шарнире стандартно расположили надпись Samsung. Ход шарнира хороший, тугой. Открыть одной рукой смартфон проблематично, но даже левой возможно, если вы правша. Главное привыкнуть. Фиксировать под 90 градусов, разумеется, можно, и не только под 90, что также стандартно. Есть еще флекс-панель для удобного использования смартфона в данном состоянии. Можно разделять экран на 3 окна под 3 программы, но этим практически никто не пользуется. В руке смартфон лежит удобно, пользоваться им одной рукой можно,
опять же в сложенном состоянии. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, за что отдельный плюс. Также мы имеем микрофоны и динамики. Стерео в данной модели полноценное, качество звука отличное, громкости более чем достаточно. Ко всему в настройках можно найти различные функции для улучшения персонализации звучания. Вибромотор тактильно приятный, настраиваемый, но не мощный, как для подобных габаритов. Разумеется, мини-джек на 3,5 мм и ИК-порт отсутствует. Есть еще одна особенность Z Fold 6, это поддержка S Pen, но он не имеет места под него, только купить, если специальный чехол. Но чехол специальный я прям советую купить, потому что без подставки, вот я ауговский купил, без вот этой вот ножки, использовать смартфон неудобно. Летим дальше. Смарт оснащен двумя дисплеями. Основной экран у смартфона Dynamic AMOLED 2X на 7,6 дюйма с разрешением 2160 на 1856 пикселей с соотношением сторон у экрана 20,8 к 9. Плотность пикселей 374 ppi, все по-прежнему, и он довольно неплохой. Внешний экран Dynamic AMOLED 2X на 6,3 дюйма с разрешением 2376 на 968 пикселей и стеклом Corning Gorilla Glass Victus второй версии. И он все еще слишком маленький и узкий, по мне, и рамки слишком громадные. Яркость у него в пике 200, в максималке 1100 обычно. В играх в PUBG New State, допустим, он скидывал яркость до 500 люксов, но 20 минут можно на основном экране свободно играть. На 500 люксах тем более. Хотя кайфа от этого мало, неудобно на таких смартфонах играть в разложенном состоянии, как и в сложенном, потому что экран маленький внешний, а внутренний тоже не располагает к играм, если это не какие-нибудь линейки. Частота обновления экрана максимум 120 Гц с адаптивным режимом. Тесты на частоту дискретизации касания выдают средненький результат. Сенсорный отклик в повседневном использовании хороший. И адаптивный режим у экрана 1 Гц тоже у меня не показывал, все штатно. Мультитач на борту на 10 касаний одновременно внешний экран откликается, как и внутренний. Показатели шима все так же нерадужные, но они лучше, чем в прошлых моделях. Полноценный Always On дисплей на борту. Разблокировать смартфон можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки. Вот он работает очень быстро, этот сканер. И распознавание лица. А вот распознавание лица отрабатывает не супер волшебным образом. Внести можно, кстати, до 4 отпечатков пальцев, а зарегистрировать биометрические данные можно одно лицо в двух стилях, считайте 2 лица. Пальцы можно одни и те же заводить. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, к сожалению, с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,4 ГГц, графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X на 12 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Интерфейс One UI на базе Android 14 версии, режим Flex удобен во время просмотра фильмов, прослушивания музыки, видео и фотосъемки. Ко всему есть мультиоконный режим с работой в 3 приложениях одновременно, также есть панель с открытыми приложениями для быстрого доступа к ним, функция Samsung DeX, SmartThings, Smart Switch, AI функции не только. Но 554 программы под это все дело не радуют вообще, то есть в системе надо долго упорно разбираться. Система работает шустро, подвисания встречаются очень редко. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, могу отметить, что не 7-ю версию поставили и на этом сэкономили тоже. Поддержка 5G сетей, поддержка eSIM, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту. Но обращаю внимание на региональные отличия в версиях и с бендами, и с eSIM, и со всем остальным. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, не подводят. Bluetooth предпоследней версии 5.3 тоже непонятно, почему 5.4 не поставили. Bluetooth кодеков на борту мало, к великому сожалению. NFC Smart, разумеется, поддерживает. В данный момент можно устанавливать MirPay для бесконтактной оплаты. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, что неудивительно и стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4400 мАч, маленький он, но он очень живучий, потому что в PC-марке вот 2 раза я его гонял, и оба раза показывал почти 7,5 часов. Один раз 7,5 часов, второй раз 7 часов 26 минут. Это космос. Smart поддерживает быструю зарядку до 25 Вт. У меня получились очень интересные цифры по поводу зарядки. За 20 минут он зарядился у меня на 50%, а за 46 на 80%. По большому счету, только потом заряд идет долго. Беспроводная зарядка на борту до 15 Вт, плюс есть и реверсивная зарядка до 4,5 Вт. За 1 час просмотра видео в YouTube по Wi-Fi улетает в среднем 4-5% заряда. В играх PUBG New State в том же уходит 18 всего процентов, но, напоминаю, он практически сразу с основного экрана, это при использовании большого экрана, сбрасывает яркость до 500 люксов. И там, конечно, лаги, подвисание, греется. Какие претензии? Фолды вообще не про игры. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест на 100 потоках при 60 минутах смартфон проходит не лучшим образом. 311 гипсов минимум, максимум 444, в среднем 406. В Geekbench 6 в сингл-коре 2000
12274, в мультикоре 6884, в GPU-скоре 14103. 3D Mark показал устойчивость 98,9%, в Steel Nomad Lite стресс-тесте 99,6%, Wildlife Extreme стресс-тест показал 99,7%, Wildlife стресс-тесте. Вантуту выдал результат в 1 510 000 попугаев, Storage тест показал 156 тысяч, и это странно, потому что он должен показывать больше, но опять же этого вам должно хватить. Опять же делайте сами выводы. С другой стороны, смартфон-книжка с гуглами, просто бешеным количеством программ, поддержкой стилуса и аналогов по программному обеспечению на рынке просто нет. Переходим к камерам. Основной сенсор Samsung GN3 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, апертура 1.8, фокусным расстоянием в 23 мм и разрешением для видеосъемки в 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Далее есть сверхширик Samsung SSL 3LU на 12 мегапикселей с апертурой 2.2, фокусным расстоянием в 13 мм, углом обзора в 123 градуса и цифровой стабилизацией. Последний сенсор это Samsung S5K3K1. Это телефотосенсор на 10 мегапикселей с апертурой 2.4 с фокусным расстоянием в 66 мм, оптической стабилизацией и оптическим зумом. Фронталка Sony IMX374 на 10 мегапикселей с апертурой 2.2 и подэкранная камера на 4 мегапикселя с апертурой 1.8. Запись видео доступна для фронтальной камеры в 4К 60 FPS и ниже. По камерам изменений нет от прошлой модели, что довольно печально с одной стороны, с другой стороны и так все неплохо. Видео он писал классно. Посмотрите, 1 неделя в Японии у меня на лайв-канале. Вам будет максимально полезно, чтобы понять, как может он снимать видео с основной камеры, с фронталки. Короткие примеры в разных условиях сейчас вы увидите, но основу смотрите там. Ну что, 4К 60 FPS, начало эпопеи. Надеюсь, что Fold не будет разбит, потому что за мной едет машина. Переключаться на фронталку не буду. Смотрю, разумеется, на дорогу. Еду с крейсерской скоростью в 30 с лишним километров. И здесь надо аккуратнее, а вам самое главное посмотреть другие обзоры на любые из девайсов, которые вас интересуют. Я стараюсь все на этой дороге тестировать в максимальном разрешении. Ну, понятно, что здесь не 4К 120 FPS, на YouTube это дело не увидишь, но 4К 60 FPS вполне достаточно для суперкомфортной картинки. И вот так вы сможете снимать на этот смартфон в движении в плюс-минус тех же условиях, единственное с рассеянным светом. Иногда здесь у меня солнце бьет в глаза, но вот сейчас рассеянный свет. Тоже неплохо. Так, как говорится, никакой музыки. Почему? Потому что магическим образом YouTube даже за каверу уже начал банить. Ну, это какая-то лютая дичь. Это Fold 6, пока без сравнений, пока просто стандартная локация. Я думаю, вы ее помните. Во всех смартфонах она у меня есть. Постоянно она у него нога отваливается. Накуплю игрушек еще в Японии, надеюсь. И вот так. Давайте-ка X максимум выкрутим. X10, разумеется, бесполезный в 4К 60 FPS, X3 и, кстати, фронталку в сложенном варианте. А вот эта фронталка уже обычного устройства. Нет, не получилось открыть, чтобы сработала камера. Но все равно круто. И 5 секунд. Опять на основу. Ну, фронталка в разложенном состоянии. Full HD 30 FPS, сейчас Full HD 60 FPS, и она такая же. Основа. До этого было 30 FPS. Ультраширик. Full HD 60 FPS. X1, X3. Ну, переключение модулей вы сами видели. Это вам, как говорится, не ультра, но все равно неплохо. Ультраширик. Как в мультике. Кто любит мультики про Японию? Вот она такая и есть, как мультики. Не всегда удачно работает тач на жаре. Вот так посетителей охлаждают при плюс 33, было 37. И надеюсь, что да, вода не из Фукусимы. Минусы: нет улучшений по части камер, медленная зарядка, скромный комплект поставки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что так как большинство смотрит YouTube уже со всякими программами специальными, я кидаю ссылку на свою телегу скидок. Можете на нее не подписываться, но там будет во всяком случае ссыль на это устройство от адекватной площадки. Подписывайтесь на телеграм-канал Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, где скачиваете исходники. Огромное спасибо всем за просмотр. Ну и резюмировать, как всегда, я бы хотел долго и мучительно. Если говорить про фолды, лучше
лучшее программное обеспечение у Самсунгов. Это факт. Худшее отношение к шиму, я считаю, что тоже у них. То есть у них как был шим, так и остался. Мало того, что как был шим, так и остался, нет суперской быстрой зарядки, к сожалению. Обделили они 4К 120 FPS на основной модуль, а все-таки это флагман. Я понимаю, что мне сейчас напишут, что а куда тогда ставить батарею, но очень просится стилус Fold. Я думаю, в комментах вы меня поддержите и скажете, что да, стилусов в Fold не хватает. Разблокировка по лицу меня не особо дико радует. Если говорить про внешний экран, он довольно узкий и маленький, и вполне возможно кому-то даже рамки будут не особо приятно. Нет щели, круто. Шарнир тугенький, круто. Но мне не нравится его экран. Вот это вот переход, как когда-то у 4-го, 5-го и то же самое у 6-го, меня он напрягает. Но в отличие от всяких Sony и подобных смартфонов, я, допустим, летал в Японию, я ползал по Бангкоку, я здесь вижу очень много людей с фолдами 6. То есть, ну, если у человека, в основном это второй телефон, кстати, либо у человека там Samsung топовый Ультра и он, либо у него 15 Pro Max и Samsung вот такой раскладушка. Притом чаще всего носят, знаете как, здесь супер тонкий карбоновый чехол, здесь ничего, либо стекло, либо вообще ничего. И реально, даже в моей руке маленькой, он прям нереально удобный. Если брать не RU-сегмент, мы понимаем, что это устройство стоит практически в 2 раза дороже в Европе. То есть, если здесь вы возьмете там за 120 штук его в минималке, то там вы отдадите 200 с копейками. И мало того, что нужно подумать и можно. Если вам интересно подобное устройство, это очень круто. Запись разговоров в стоке с собеседником в некоторых версиях есть. Здесь тоже есть. Повторяюсь, гарантия есть. И на замену стекла 1 раз в год у нормальных продавцов тоже смотрим. По ссылке в описании как раз такой. Да, он не про игры, но играть реально можно. Девайсу от меня однозначное да. Никакого хаоса у меня в голове нет. Это лучший Fold. Про фолды, флипы, повторяюсь, что у меня специфическое отношение к ним. Я считаю, что альтернатив примерно так же, как с игровыми смартфонами, только Asus можно брать. Вот так же с фолдами и флипами вы можете написать мне Honor, Huawei, еще что-то. Ну, серьезно, за их деньги. Что из книжек за эти деньги будет лучше и более ликвидно? Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.